Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео я предлагаю продолжить рассмотрение темы «Засыпанный мир». Да, мы много раз обращали внимание, что по миру существует огромное количество зданий, сооружений, которые занесены многометровым слоем. Как, например, вот эта вот колонна в Англии. То есть, что нам на это говорит официальная наука? Ну, это культурный слой. Люди там ходили, мусорили, не убирали. Вот и нарастал культурный слой. Но какой же может быть культурный слой? Метров 20, например, как на этом обелиске. То есть, люди в течение 20 тысяч лет ходили, мусорили, ничего не убирали, и вот появился такой культурный слой. Ну, конечно же, нет. То есть, происходит катастрофическое изменение, то есть, глобальная катастрофа, которая затрагивает здания, сооружения, и она покрывается вот огромным количеством глины, песка, различного другого материала, что и приводит к тому, что весь мир у нас по всему миру есть засыпанные здания и сооружения. Это не просто там в каком-то в одном месте, но и по всему миру. Наука упорно это отрицает, соответственно, мы не знаем прошлого, а тот, кто не знает прошлого, не имеет будущего, потому что он не готов к тем катастрофам, которые могут в будущем произойти, а значит, вынужден будет их повторять. Поэтому мы собираем эту информацию, чтобы понять, а что же происходило в прошлом, чтобы этого избежать. Лучше всего понятно, что катастрофы происходили одномоментно, именно на фоне деревьев. Вот когда эти деревья замурованы в эти осадочные породы, вот как на этой фотографии, то мы видим, что никакое дерево не выдержало бы тысячи лет. Стояло бы, оно давным-давно бы сгнило, превратилось в труху, и, соответственно, образовались бы осадочные породы, но у них точно не было бы окаменевших деревьев. Но они присутствуют во множественном числе, что говорит что это никакая не осадочная порода, никакой там культурный слой. Это катастрофическое изменение, которое принесло с собой какой-то сель, и либо непонятные другие катастрофы с участием космических объектов. Вся эта пыль, глина выпадала на Землю моментально практически, либо в очень короткое время. И, соответственно, образовалась так называемая вот этот культурный слой, который засыпал практически весь мир. Потому что подобные объекты есть по всему миру. Например, вот тоже сербский город Касталац. Найдены останки древних судов. Они находятся на глубине 7 метров. Для сравнения, находки римского периода находят на глубине 2-3 метра. То есть 7 метров это фактически 70 тысяч лет. То есть предыдущий обелиск, что мы видели, он, наверное, там 200 тысяч лет простоял. По меркам как раз геологии. Но на самом деле понятно, что это было не так, что это была какая-то одномоментная катастрофа, которая привела к тому, что как раз остатки речных судов теперь покоятся на глубинах 7 метров. Соответственно, представьте размер этой катастрофы. Еще одна иллюстрация из новостей всемирной археологии. 1878 год, когда недалеко от горы Гаргана был найден целый подземный город. То есть, его общая площадь около 15 тысяч квадратных метров. В чем же суть? Суть в том, что здания в этом городе находятся на глубине 6 метров. Да. Вот они раскопаны, показаны, что там было, что там есть, что там находят. Но факт остается фактом. Город на глубине 6 метров. Наука подумала, говорит, город в 13 веке погиб из-за землетрясения. Это как? Произошло землетрясение, и город провалился, по их данным, на 6 метров. Провалился, а потом самозакопался. Это вот такие вот объяснения официальной науки на подобные происшествия. И получается, что вот произошло землетрясение, он провалился на эту глубину и самозакопался. Хорошо, что хоть уже не культурный слой. То есть, в предыдущем столетии говорили что-то другое. Хотя принцип один и тот же. То есть, города оказываются под многометровым слоем глины, песка, других каких-то пород непонятного происхождения, земного или неземного. Это уже вопрос открытый. Еще один самозакопавшийся город. Раскопки Тель-Халафа. То есть, означает сделано из бывшего города. То есть, на месте бывшего города когда-то проводили раскопки, нашли под огромное количество идолов, домов, которые занесены многометровым слоем глины, песка и так далее и тому подобное. И это, как говорится, уже Сирия. То есть, мир вроде бы различен, но на самом деле события в нем происходящие были одного и того же плана. То есть, катастрофы были глобальные, не просто какие-то локальные.
И это показывают также вот эти раскопки, которые были проведены еще в начале 20 века. Было найдено множество интересных артефактов. Ну, как они были закопаны, никто не говорит. Да, нашли, да, создали музей. Ну, то же самое, вот, например, чудеса из Индии. То есть, древний храм нашли под песками в Индии. То есть, если посмотреть на современную науку, они бы сказали, вот, прихожане ходили, прихожане старые, с них сыпался песок, вот они засыпали индийский храм. То есть, глубина засыпки тоже около 20 метров. Здесь же это песок, например. Ну, это, конечно, шутка, но современная наука найдет вам объяснение, чтобы не рассказывать, а почему же произошли эти катастрофические изменения. То есть, понятно, что храм никто не засыпал, это произошло вследствие единомоментно, вследствие какой-то катастрофы. И только сегодня мы его находим. То есть, Сирия, Индия, Европа, все одно и то же. Если посмотреть, совершенно неизвестно кто, когда его строил. То есть, люди, которые его строили, были когда-то его прихожанами, они погибли в той катастрофе. А те, кто вышел и выжил, и потом расселился, вот теперь находят такие чудеса по всему миру. То же самое Китай. Под одной из многоэтажкой нашли 9-метровую статую. Ну, вот ее расчистили, оказалось, что это статуя Будды, созданная примерно 1000 лет назад. То есть, понятно, что никто ее не разрушал, ее просто как бы она в свое время была занесена, пришли, начали строить, а потом, расчищая завалы, нашли вот подобные статуи. И им-то всего 1000 лет. То есть, подобные катастрофы происходили совсем недавно. Крепость Бобруйский, Беларусь. Тоже примерно культурный слой, который заносит как минимум первый этаж. Ну, как минимум. Подвальные помещения, первый этаж. Тоже, наверное, культурный слой. Или дополнительное укрепление, чтобы крепость лучше стояла. Но это, я думаю, наука так бы объяснила. Москва тоже. Вот проводят реконструкцию зданий в наше время. И оказывается, что есть совершенно полноценный второй этаж. Там есть и окна, и двери. Но все они находятся под землей. Вот такая вот техника строительства. Первый этаж строим под землей для того, чтобы получше познакомиться с жизнью, например, кротов или там червячков. Ну, нет, спросите у науки, они придумают. То же самое Москва, птичья башня Китай-города. Вот я синенькую стрелочку и пометил, и красненькую, чтобы вы понимали, что красная – это примерно изначальный объем грунта. А синенькая – это то, что откопали, потому что видна эрозия башни, было видно, что она находилась долгое время под землей. То есть, откопанное сооружение. Ну, город Энгельс, говорят, основали недавно, но в тех зданиях, что там присутствуют, тоже есть подземные этажи. Ну, для того, чтобы жить не только надземной, но и подземной жизнью. И там, как всегда, окна, двери полноценные, все по старой схеме. То есть, новые города строили где? Сверху, на месте старых. То есть, ну, а за фундаменты брали уже не фундамент, а место, а именно первый этаж. То есть, первый этаж служил прошлой цивилизации, для нас служит фундамент. Так, в принципе, по всем городам. Вот Казань, где явно видно, что 3-4 метра наносов культурного слоя, если обратиться к науке, что этим культурным слоем как раз один из храмов закапывали. Ну, я думаю, если копать дальше, там может быть еще больше этажей. Тоже здание. Видно, что селевой поток шел как бы сзади, с той стороны. И он не просто его обошел, ну, то есть еще и сверху он зашел, этот селевой поток. Что откопали, то откопали. Бывшие окна стали дверьми. И вот, пожалуйста, новый вид строительства. То есть, опять же, это по всему миру такое. Так, пару фотографий сноса построек купца Григория в Ростове-на-Дону. То есть, глубина примерно 5 метров, тоже есть окна, двери заложены, арки определенные. Ну, все это в итоге уничтожают, сносят, потому что, а зачем? Ты вообще меньше знаешь, лучше спишь. Ну, по мнению современных историков. Тоже самарские дома, почему-то тоже очень такие утопленные, скажем так, на один этаж подземный. Таких фотографий множество в интернете, тоже будет у вас интересно, и тоже размещайте свои ссылки под видео. Питер, стены Первой Петропавловской крепости, бастион Меньшикова. Все бы хорошо, но при раскопках они показывают, что современные уровень и минус 10 метров находится как раз в уровне этой крепости. То есть, эта крепость утоплена на 10 метров. Опять же, наверное, культурный слой. Ну, либо крепость, которую строили намного раньше, чем нам об этом говорят.
Питере примерно такое огромное количество подобных домов, где первый этаж изучают подземную жизнь. То есть, опять же, мир занесен, чем занесен, когда заносили, кто заносил, почему это произошло за прошедшие всего там 300 лет, как нам говорят. Или наоборот, это откапывали, реконструировали здания предыдущей цивилизации. И таких домов в Питере множество. Культурный слой Венесейский. Тоже видно, что, опять же, нижний этаж, он как бы из кирпича, а вот уже верхний деревянный. Вполне возможно, что уже технологии были утеряны, и люди для того, чтобы возобновить это жилое строение, просто использовали подручный материал, то есть дерево. То есть нижний этаж принадлежит предыдущей цивилизации, а верхний этаж уже построили, из чего могли. Новочеркасск. Тоже видно, что дом откопан. Или это даже промышленное какое-то здание. Ну, соответственно, оно было погружено как минимум на первый этаж под землю. Раньше оно было над землей. Тоже фотографии из Костромы. Видно, что первые этажи находятся тоже под землей. Их откапывали. И видно, что так изначально, конечно, никто не строил. Это просто реконструкция, восстановление того, что откопали. Фото 80-х годов. Киев. Улица Лаврской. Откапывают здание 18 века, которое почему-то полностью оказалось первым этажом под землей. Ну, почему? Ваши комментарии оставляйте под видео. Запорожье тоже изучают подземную жизнь животных. Первые этажи чуть-чуть только откопаны. А сколько там еще этажей снизу, никто не знает. И таких домов множество. То есть, это не какой-то там единичный случай. Это как бы закономерность. И чем старше дом, тем больше у него подвальные первые этажи стандартные для наземной жизни. Ну, тоже про Прагу вообще молчу. В Праге там расположено 2-3 этажа под землей, которые откопали и сейчас используют. Говорят, ну, речка Волтава временами разливалась, и вот 2-3 этажа заносила. Временами ли были это катастрофические изменения, решать, конечно, вам. Ну, как бы Верона, Италия, опять же, раскопки под виноградником показали, что здесь есть римский мозаичный пол 1-3 веков нашей эры. Тоже, как вы видите, он оказался засыпан. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.